Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о калифорнийских кроликах и именно о бровях. В последнее время мне поступает очень много вопросов. В основном это коллеги-кролиководы с Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Всем нужно подавать кролика, чтобы уже в 2 месяца. А они просят, чтобы у них были брови. И в связи с этим я хочу сейчас поговорить о стандарте породы и какие брови у кролика могут быть, нужны ли они ему вообще. Ну и сразу в общем коснусь калифорнийского кролика. Вот смотрите, вообще по стандарту кролик должен быть без вот этих бровей. Это стандарт калифорнийского кролика. И это прописано в каталоге стандартов. Но эксперты, понимая, что в холодное время года этот пигмент все равно у кролика проявится, это допускают, и на выставках оценка практически не снижается. При оценке кролика, если эксперт видит у него сильные брови, то он может ему снизить полбалла. Если же вот эти брови закольцованы вокруг глаза, то кролик с выставки дисквалифицируется. Но вот эти брови, есть они или нет, в принципе, это не влияет на мясные качества этого кролика. Это всего лишь вот что касается окраса. Что еще допускается в стандарте кролика, я имею в виду из темных пятен, это когда у крольчихи, у взрослой есть двойной подбородок, он тоже допустим у крольчих. И бывает, что на этом двойном подбородке тоже небольшой пигментный прокрас появляется. Это не брак, это допускается экспертами на выставках, и это допускается стандартом кроликов. Что касается прокраса лапок у кроликов, передние лапки должны прокрашены быть вот черным пигментом, не краешки, не конечки лапок, а именно вот по это место, как сапожок. Это считается как бы самым правильным в стандарте. Задние лапки тоже должны прокрашены практически быть до сгиба. А то вы просите, значит, крольчат с бровями, а на окрас лапок не обращаете внимания. Вот смотрите, я привожу пример. Если взять 2 кролика одинакового возраста на выставке, вернее, вот если бы вы захотели выбирать кролика, то, скорее всего, вы выбрали бы вот этого кролика, так как у него брови, и многим сейчас это нравится. Но при оценке на международной выставке экспертам, он оценил бы вот этого кролика больше, так как вот данный экземпляр мог получить снятие 0,5 балла, 0,5 пункта за вот именно вот за эти брови. Но опять же я повторяю, что на мясные качества кролика это не влияет. Все именно вот что наше восприятие. И прежде чем я продолжу, давайте немного попозируем, ну буквально несколько секунд. Опять же, взять если маску, маска должна быть овальной формы и доходить только до глаз. Но мы знаем предпочтения наших коллег, покупателей, и поэтому мы сейчас селекционируем кроликов именно с большими масками, чтобы были немного брови черноватые у него смотрелись. Ну, есть и идеальные, конечно, кролики в хозяйстве, я тоже сейчас покажу, какой он должен быть по пигменту. А еще я хотел сказать, из допустимых у взрослых кроликов еще допускается небольшое пигментирование, это у самых, у сосков и около половых органов. Небольшой налет, это тоже допустимое, за это не будет сниматься оценка, если кролик попадет на выставку. Я хочу сказать, что вот я сейчас по пигментации, по этим бровям, я сказал, в принципе, просто в общих чертах это не те параметры, по которым полностью кролик подготавливается к выставке, потому что здесь еще много нюансов и касаемо шерсти, и, ну и по окрасу, и по конституции, все это есть, но я сейчас не буду в это углубляться, так как вы кролики на выставку, ваши кролики не поедут в Европу, и там их оценивать не будут, ну во всяком случае пока. Поэтому вот я сейчас, как меня просили по бровям рассказать, вот я рассказал в основном просто, что касаемо бровей. Также вы видите ушки у крольчат, мы видим здесь маленько белесые они. Эти кролики еще линяют, буквально дней через 15 они примут нормальный черный окрас и будут однородные, как с масочкой, так и ушки, и все будут в одном окрасе. Я вам сказал еще про допустимую пигментацию около половых органов. Вот как раз вот он этот вариант. Вот вы видите, немного окрашены волосы, мех. Ничего страшного, это все допустимо, это в норме. Так что не бойтесь, если у своего кролика увидите вот такой пигмент. Вот в качестве примера я хочу показать кролика. Сейчас ему около года, даже меньше еще года. Он был взят на выставке молодых кроликов в Чехии. Это победитель выставки. И просто я хочу сказать, что, видите, у данного кролика бровей вообще нет. После года они все равно у него появятся, никуда он не денется. Но, в принципе, вот это идеал, на который нужно равняться. Посмотрите, какой у него прекраснейший мех. Просто идеальный мех. И вот мясные качества кролика эксперты тоже проверяют.
Вы видите, он как бы к заду расширен, кролик. Это вот говорит о том, что у него хорошо на бедрах нарощено мясо. Здесь мы проверяем, не прощупываются никакие кости, никакого позвоночника. Но этот кролик ценен, я его ценю очень в своем хозяйстве. Естественно, от него получаю потомство. И вот как раз у этого кролика самая правильная маска, которая на лице, на носике находится. Видите, до глаз она не доходит. Но брови все равно, они уже, вот видно, что какие-то намеки начинают прорисовываться. Но потому что это пигмент, и он все равно у него выйдет. И я еще хочу сказать, что вот есть брови у кролика или нет этих бровей у кролика. Но это все наше эстетическое восприятие. Сейчас мы берем свое хозяйство, ну люди спрашивают, кому какие нужны, кому нужны брови, кому не нужны. Как вы хотите, значит, то вы и будете селекционировать в своем хозяйстве. Вот еще молодой кролик, этот уже рожденный в нашем хозяйстве. Мы видим здесь, пожалуйста, бровки есть. Очень хороший зад, мясо нарощенного кролика, очень хорошо. Ну и хотел бы я уточнить здесь и как бы сделать на это акцент, что вот эта вся чернота, это не окрас, это именно пигмент. В холодное время года он проявляется, летом же в жару он может практически исчезнуть. И это надо всегда учитывать, что он не бывает все время вот одним цветом, одним таким темным окрасом. Ну а это вот самый взрослый кролик в моем хозяйстве, калифорниец. Здесь у нас полуторамесячные малыши. О, зевает сладко. Вот видите, носики у них уже черные, лапки тоже чернеть стали. Ушки еще белесые, но буквально через месяц они уже полностью будут черного пигмента. Ну а беленькие не потому, что еще не прошли линьку. Хотя мы видим задатки именно у них уже очень-очень хорошие. Теперь специально для моего подписчика-красавчика, такой у него ник, просит мне показать бургундских кроликов. Но я могу сказать ему, что все нормально. Крольчихи у меня сейчас готовятся к акролам на 25-26 число. Вот эти весь ряд клеток верхний будет у меня крольчат приносить. Есть уже и отсаженные крольчата, которые тоже скоро поедут к коллегам-кролиководам. А есть, которые сидят с мамашками. Вот у нас мамашка хорошая, по 10 крольчат приносит. И как раз вот во всей кучке 10 маленьких крольчат месячных.